Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия, и я очень рада вас приветствовать здесь в продолжении серии «Зверят на четырех лапках». В этом видео мы с вами свяжем вот такую кошечку. Первую я вязала из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Вот так она выглядит. 100 грамм, 120 метров. И крючок я использовала для нее 4 миллиметра. Вторую кошечку в мастер-классе я вязала пряжей Alize Softy. Здесь у нее идет 50 грамм, 115 метров метраж. И использовала я эту пряжу в две ниточки. Крючок также 4 миллиметра. По расходу у меня ушло Dolphin Baby примерно полмоточка. Alize Softy в две ниточки у меня ушел целый моточек. Также потребовалось дополнительно белый цвет на мордочку. И в этом котенке я сделала еще белые лапки. Глазки 14 миллиметров, 13 миллиметров. Носик примерно 1,8 миллиметров на 1,3. Носик я использую клеевой. Приклеиваю его кристалл момент. Очень хорошо держит этот клей, мне нравится. Так, рост кошечки получился 17 сантиметров в высоту. И вот от кончика носика до хвостика примерно сантиметров 12-13. И по размерам, как видите, они особо не отличаются, хоть и связаны из разной пряжи. Если вы еще не вязали основную часть туловища, то переходите к видео, которое я сейчас оставлю вам вот здесь в подсказках. А уже после возвращайтесь и вяжите остальные детали. В этом видео мы свяжем голову, ушки и хвостик. Все это соединим и оформим. Приятного вязания! Начинаем вязать котенка. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. Вяжем следующий ряд, второй. Нам нужно провязать 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. И в итоге в этом ряду у нас получится 12 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд, третий. Мы провязываем 1 столбик без накида, прибавка. И так повторяем 6 раз. Столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида. Прибавка. В конце ряда у нас получится 18 столбиков. Провязали. И следующий ряд у нас четвертый. Провяжите 18 столбиков без накида. Последний столбик оставьте недовязанным. Провязали четвертый ряд. Последний 18 столбик я не довязываю. Оставляю 2 петли на крючке и присоединяю ниточку основного цвета. Столбик довязываю уже голубеньким. Далее пятый ряд. Провяжите снова 18 столбиков без накида. Шестой ряд провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее вяжем подряд 6 прибавок. Первая, вторая,
третье, четвертое, пятая и шестая прибавка. Далее довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Получилось в общем в этом ряду у нас 24 столбика. Следующий ряд провязываем 7, 6 столбиков без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, прибавка, и шестой столбик, прибавка. Далее довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Итого у нас получилось в этом ряду 30 столбиков без накида. Вяжем следующий ряд. 8, провязываем 6 столбиков, и далее вяжем 2 столбика, прибавка 6 раз. Первый, второй столбик, прибавка. И так еще 5 раз вяжем 2 столбика, прибавка. Провязали и дальше довязываем оставшиеся 6 столбиков без накида до конца ряда. В итоге у нас в этом ряду получилось 36 столбиков. Провязали. Далее с 9 по 12 ряд, это всего получается 4 ряда, провяжите по 36 столбиков без накида. Провязали 4 ряда и теперь можно установить безопасные глазки. Я их устанавливаю между вторым и третьим рядом дополнительного цвета, и между глазками у меня идет 4 прибавки. Получается, глазки устанавливаю в первую прибавку и в шестую, между вторым и третьим рядом. Вяжем следующий ряд, 13. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Так повторяем еще 5 раз до конца ряда, и в итоге у нас должно получиться 30 столбиков. Провязали. Следующий ряд, 14, провязываем первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда еще 5 раз, и в итоге получается у нас 24 столбика без накида. 15 ряд провязываем первый столбик, второй и вяжем убавку. Также повторяем до конца ряда, и в итоге у нас получается 18 столбиков. Наполняем голову и вяжем 16 ряд. Провязываем 1 столбик без накида и убавка. Так чередуем до конца ряда, и в итоге у нас должно получиться 12 столбиков. Потом добавьте еще наполнитель и провяжите следующий 17 ряд 6 убавок. Провязали. В следующую петлю делаем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку вытягиваем чуть подлиннее
потому что сейчас будем ею уже закрывать оставшиеся отверстия. Вводим иголочку с наружной стороны во внутреннюю, захватывая передние полустолбики. Получается, нам так надо сделать 6 раз по оставшимся столбикам. Каждый раз потом ниточку подтягиваем. Стягиваем эти отверстия. Далее вводим в серединку иголочку и выводим внизу головы, там, где у нас будет находиться шея. Завязываем здесь узелочек. И прячем ниточку внутри головы. Все, голова готова. Пока ее откладываем в сторону. И давайте займемся хвостиком и ушками. Хвостик я уже связала. Деталь маленькая, на камеру вязать неудобно, поэтому посмотрите, я вам напишу текстовую схему на экране. Ничего сложного в нем нет. Когда довяжете последний ряд, сложите деталь пополам и провяжете 3 столбика без накида. А ушки мы сейчас, одно я уже связала, и второе давайте сейчас свяжем вместе с вами. Для ушка набираем в кольцо амигуруми 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Колечко затягиваем. Следующий ряд провязываем 4 прибавки. Первая, вторая, третий и четвертая. Получилось у нас 8 столбиков в ряду. Следующий третий ряд провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий и вяжем прибавку. И второй раз точно так же провязываем первый столбик, второй, третий и вяжем прибавку. Получилось у нас уже 10 столбиков. Следующий четвертый ряд провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. И еще один раз точно так же. Первый столбик, второй, третий, четвертый, вяжем прибавку. Получилось у нас 12 столбиков. В следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку вытягиваем подлиннее, если будете пришивать ей же. Вот такое ушко у нас получилось. Ушко я потом пришиваю полукругом. Все детальки у нас готовы. Давайте вернемся к хвостику и туловищу, пришьем его.
А потом приступим к оформлению головы. Хвостик я располагаю в самой высокой части. Это, по-моему, здесь сейчас сложно посчитать, но, по-моему, это между 14 и 15 рядом. Вот здесь он располагается ровно посередине между ножек. Прошиваем, захватывая столбик на туловище и захватываем петельку на хвостике. Снова столбик на туловище, на хвостике. Мне кажется, самое легкое — это пришивание хвостика. Пришили. Вводим иголочку в шею. Дальше в шее я обхватываю наполнитель, делаю узелочек и после этого провожу иголочку также через наполнитель куда-нибудь вниз туловища. Так, все, с этим справились. Хвостик пришит. Теперь давайте вернемся к голове и сделаем утяжку мордочки. Для утяжки я использую пряжу Yarnart Jeans и свою любимую иголочку, длинную, с большим ушком. Так, вводим, где у нас дополнительный цвет. Здесь у нас был один, второй ряд, вот между вторым и третьим. Вводим иголочку, выводим с внешней стороны первого глаза. Снизу оставляем хвостик. Так, вводим иголочку с внутренней стороны глаза и выводим в первоначальную точку, там, где оставили хвостик. Отступаем один столбик в бок и снова выводим иголочку со стороны второго глаза. Вводим с внутренней стороны и выводим вниз. Вот такая простая утяжка. Теперь все подтягиваем. Совсем сильно я не утягиваю. Просто делаю это для того, чтобы немножко поглубже посадить глазки. Завязываем узелочки. Можно сделать 2 узелка, 3 для надежности. Теперь хвостик этот пока оставляем и переходим вверх, прокладывая нить через мордочку. Где-то между вторым и третьим рядом ввожу иголочку и вывожу вниз. И мордочку стягиваем. Так я делаю несколько раз. Главное, чтобы ниточка была ровно посередине. Вот что у нас получилось. Дальше вывожу иголочку между глазом, примерно посередине. И делаю белочки. Сразу же переходим от первого ко второму. То же самое делаем с этой стороны и выводим иголочку вниз. Вот что у нас получилось. Дальше завязываем все получившиеся узелочки. И прячем их, проводя через наполнитель. Все, хвостики обрезаем.
Утяжка готова. Далее нам с вами нужно будет приклеить носик. Я клею его на момент кристалл. Расположение его получается как раз вот между, сверху остается 2 ряда. Приклеиваем носик. Сейчас он немножко подсохнет, и займемся оформлением бровок, как на вот этой кошечке. Бровки, реснички, и сделаем такую полосочку. Пряжа разная, поэтому немножечко отличается все-таки мордочка. Так, для оформления бровок я использую также пряжу Yarnart Jeans, но черного цвета. Берем ниточку подлиннее, чтобы нам хватило на реснички, бровки и полосочку под мордочкой. Вводим иголочку где-нибудь в сторонке, прямо между столбиками. Ни в коем случае не захватывая столбик какой-нибудь, а то потом получится у нас там некрасиво. Делаем реснички. Здесь оставляем хвостик. Главное теперь сделать их одинаковыми. Сразу же переходим вверх, примерно на 2 ряда. И захватывая 3 столбика, прошиваем бровку. Даже сейчас еще раз прошьем 2 раза, потому что с одной ниточкой они теряются в этой пушистой пряже. Поэтому бровки сделаю 2 раза. Переходим вниз, в центр. Получается ровно посередине. И прокладываем здесь полосочку прям под носиком. И выводим иголочку теперь там, где оставался хвостик. Вот такая мордочка у нас получилась. Получившиеся хвостики завязываем на узелочек. Обрезаем чуть покороче. И прячем их в голову. Все, оформление головы готово. Остается нам пришить только ушки. Ушки я пришиваю, оставляя примерно 5 столбиков между ушками. И от бровок я начинаю их пришивать, отсчитывая 2 ряда. Сначала размечаем места, где они будут находиться. Пришиваю немножечко полукругом. Получается, края у меня находятся на 2 ряда выше бровок. А вот среднюю часть я немножечко отвожу назад. Также примеряем второе ушко.
И начинаем пришивать. Пришиваю я, захватывая столбик на голове и захватываю сразу же две стороны ушка. Первое ушко пришили и хвостик выводим вниз головы. Переходим ко второму. Второе пришиваем точно так же, как первое. И также хвостик от второго ушка мы выводим вниз, туда же, где был хвостик от первого. В эту же самую точку. Теперь связываем хвостики между собой на узелочек. Обрезаем ниточку покороче и прячем их в голове. Все, голова котенка готова. И теперь нам остается единственное, это пришить голову к туловищу. Для пришивания головы я всегда использую спицы тоненькие, 2 миллиметра у меня. Находим нужное место, как голова у нас будет смотреть прямо. И теперь фиксируем ее с помощью спиц. Проводим ее через голову, в шею и в туловище. Также делаем со второй. Спицы я втыкаю не прямо, а наискось. Получается как бы крест-накрест. Вот у меня вот эта спица, она проходит вот так. Вот она. Таким образом голова надежно фиксируется, и пока вы ее пришиваете, она никуда не сдвигается, и потом не обнаруживается таких сюрпризов, как голову пришили, а она кривая. Самое главное, это изначально расположить спицы ровненько. Пришиваем голову, захватываем столбик на голове и захватываем столбик на туловище. Снова столбик на голове обхватываю. И столбик над шеей. Таким образом пришиваем по кругу. Когда останется примерно столбиков 5-6, добавьте наполнитель, чтобы шея была плотной и голова хорошо сидела. Так, мы все пришили. Осталось небольшое отверстие. Спицы уже можно вытащить. Наполнитель добавить. И дошиваем дальше, уже до конца.
пришили. Ниточку теперь выводим где-нибудь прям в серединке ушка, там, где самая незаметная часть. Делаем здесь небольшой узелочек. И выводим эту иголочку теперь в другую сторону, проводя через наполнитель. Хорошенько подтягиваем. Все, можно обрезать. И наш котеночек готов. Поздравляю вас! Наш котик готов. Благодарю вас за совместно проведенное время, за то, что вязали вместе со мной. Переходите в другие мастер-классы. Буду рада вас там видеть. Всем пока и до новых встреч!